Всем привет, с вами ваш Заграндом. На данном видео мы расскажем про самый главный и первый этап при монтаже кровли. Это выбор типа мурлата для вашей крыши. Их бывает два. Первый, не принимающий распорные нагрузки, и второй, принимающий распорные нагрузки и распределяющий их равномерно по стенам. У первого и у второго мурлата будет изготавливаться разные узлы соединения стропил. И это очень важный момент. У первого и у второго способа будут свои преимущества и недостатки. Данное видео состоит из двух серий. Это первая серия, и она посвящена первому способу. Мурлату, который не принимает распорные нагрузки. Поехали! При данном способе мурлат не требует жесткого закрепления к стене. Он более дешев в изготовлении и прост, но у него есть недостаток. Вся конструкция крыши будет статически неустойчива и очень слаба к ветровым нагрузкам. Как правило, применяется для небольших домов и гаражей и тому подобное. Крепится он следующим образом. В стену устанавливаются обработанные битумным праймером деревянные пробки размером с кирпич на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Далее устанавливаем гидроизоляцию между стеной и мурлатом, после чего укладываем сам мурлат ближе к внутренней стене и закрепляем его с помощью скоб. Желательно с краю стены сделать выступ. Также крепить можно с помощью гвоздей или проволочных скруток. Тут я видео остановлю и заострю ваше внимание именно на том моменте, что для данного мурлата, который не принимает в себя распорные нагрузки, необходимо крепить стропила к нему и к коньковой балке так, чтобы не передавались распорная нагрузка. А это достигается с помощью определенной комбинации и узлов крепления к ним, о котором мы вам сейчас и расскажем. Поехали! Если вы выбрали данный первый метод установки мурлата, то соединение наслойных стропил не должно передавать распорных нагрузок. Для него применяются соответственные безраспорные схемы крепления стропил, то есть делается стропильная система без передачи распорных усилий. И делаются определенные узлы крепления стропил к мурлату и коньковой балке. Существует две основных комбинации крепления. Первый вариант. Низ стропил делается несколькими вариантами. Если они делаются ползунами, то есть две степени свободы, то верх крепится с одной степенью свободы. А теперь я проще вам расскажу, как они делаются на практике. Делаем врубку для опирания и устанавливаем стропилу с выпуском за стену. И крепим их с помощью крепежных пластин. Или устанавливаем стропила без выпуска за стену. Также можно закрепить с помощью крепежных пластин. Или монтируем стропилу без выпуска за стену. Также можно закрепить с помощью гвоздей. И еще один способ. Устанавливаем стропилу и закрепляем ее с помощью скоб. И при этом варианте верх крепления к коньковому прогону выполняется несколькими способами. Верх стропила соединяем и скрепляем их с помощью деревянной накладки. И забиваем гвоздями. Или стропилы соединяем и соединяем их с помощью зубчатой пластины. Или производим врубку и упираем в прогон соединяемые стропила друг к другу, скрепляя с помощью гвоздей. Или прикладываем стропила друг к другу, также делая врубку, и упираем в прогон,
соединение делаем с помощью гвоздей. Или прикладываем стропила друг к другу с врубкой в прогон. И скрепляем с помощью шпильки. И еще один из надежных способов – это жесткое защемление. При этом стропила прикладываются друг к другу. И закрепляется сверху конькового прогона деревянной накладкой и снизу. И забивается гвоздями. Также существует второй вариант при монтаже безраспорного мурлата, то есть обратная схема крепления низа и верха стропил. Для этого нужно сделать одну степень свободы снизу, а сверху две. Делается он следующим образом. Устанавливается стропила и крепится она к мурлату с помощью уголков с двух сторон. И под стропилу крепится подшивной опорный брусок. Или делаем запил на стропиле и крепим с помощью двух уголков. Или устанавливаем стропила и крепим с помощью гвоздей. И под нее устанавливаем подшивной опорный брусок. И еще один способ. Делаем врубку в стропиле и закрепляем ее с помощью скоб. При данных креплениях к мурлату вверху крепить необходимо с двумя степенями свободы. Делаем запил на стропиле, прикладывая их друг к другу и соединяем их с помощью крепежных пластин или скоб. На данном видео мы вам рассказали, как делается мурлат, который не принимает распорные нагрузки, и про две схемы крепления стропил к нему и коньку. Первая схема – это та, где к мурлату крепится стропила с двумя степенями свободы, а вверху с одной степенью. И вторая схема, где уже внизу одна степень свободы, а вверху две. Во второй серии мы вам покажем, как делается мурлат, который принимает на себя распорные нагрузки, а также расскажем, как правильно делать узлы крепления стропил к нему и коньку. Под видео вы найдете ссылку, которая ведет на подробную инструкцию по изготовлению данных узлов, описание, где его применять нужно и где не нужно. Вы посмотрели первую серию про мурлат, который не принимает распорные нагрузки. Он более дешев в производстве и легкий. Его используют для маленьких домов и гаражей. Во второй серии мы вам расскажем про мурлат, который принимает распорные нагрузки. Его, как правило, делают для средних домов и больших. От этого именно первого выбора и будет зависеть все дальнейшее ваше строительство крыши.
Выбирайте правильно и не допускайте ошибок. Удачного строительства. Смотрите вторую серию. Всем пока.